Я стреляю. Ранен. Последний. Готов. He's ready. Каждый горный охотник мечтает попасть в Иран. Добро пожаловать в страну ярких контрастов. Первый раз здесь, и, честно, всегда вызывает некий трепет. Мне пока все нравится, правда, сделали только первые шаги. Гуляем по Тегерану, 10 миллионов живет в этом городе. Все плотно, пробки, люди. Трофейная охота в Иране проводится под строгим контролем надзорных органов. Чтобы поддержать баланс в экосистеме, в стране разрешена добыча определенных видов животных. Едем уже в районе 3 часов от столицы Ирана, города Тегеран. И примерно доехали до средневековой столицы города Исфахан. Исфахан – один из крупнейших и исторически значимых городов в Иране. Город расположен на востоке страны и является ее культурным центром. Исфахан считается одним из самых красивых городов в мире благодаря своей архитектуре и памятникам иранского искусства. Сейчас движемся в район Кермана и будем охотиться на наших первых целевых животных, на керманского барана. Еще нам надо проехать порядка, наверное, километров 500. Эту гостиницу построили до революции. И теперь это целая сеть. В каждом городе строятся подобные отели. Немножко помидорчиков, немножко яичницы, немножко хлеба, лепешки точнее, и все хорошо. Так что приедем домой достаточно стройными. Вот такие прикольные здесь заправки, интересные ребята. Пин-код сможете набрать? Спустя 11 часов команда прибыла в охотничий лагерь. Первая строка — это название этой области, а вторая — имя того, кто этим местам пожертвовал вот это вот здание. После долгой транспортировки необходимо было привести винтовку к нормальному бою. В условиях горной охоты любая погрешность может оказаться фатальной. Пришла хорошо, больше даже патрон тратить не буду. Сейчас на 550, ветер сильный и погнали. Ну пусть они посмотрят. Can they ask them to check? Она, по идее, чуть ниже должна быть. Я бы ее вынес сейчас и четко зашел бы. Она ровно меня показывает 9 сантиметров. Let's go. We can go hunt. Решено было проверить ближайшие окрестности. По словам проводника, недавно там видели группу трофейных животных. Поздно приехали, сейчас вот на легкую разведочку. И над ним другая темная сторона, вот на ней.
Увидели несколько групп. Но пока маленькие. Но главное, что мы увидели. Значит, зверь здесь есть. Мешается баранина с верблюжатиной, обжаривается в бараньем жиру, потом еще выдерживается в бараньем желудке. Получается такая тушенка. Вот эта область занимает 126 тысяч гектар. А вот сюда мы пойдем завтра. Ну что, утро. Прекрасное иранское утро. Мы направляемся на север этого региона в поисках козерогов. Мы называем это место горой Базиди. Раз, два, три, 4, 5, 6. Человек 7, наверное. Человек 7, наверное, будет искать этого баранчика. Вот также возможно, что мы увидим и козерога. Исфаханский мухлон? Не исфаханский, а керманский здесь. Германский. Он точно знает, куда ехать? Точно, он здесь много раз был. На следующее утро команда отправилась на юго-восток провинции Керман. В ясную погоду шансы охотника на успех значительно вырастают. Но только не в Иране. Take a look. There. Going to right. Left. Desert ibex. Наблюдаем пока только самок. Никаких трофейных самцов нет. Увидели несколько животных на противоположном склоне. Но это две девочки, еще группа тоже из девочек и молодого барашка. Резван — это район вблизи Рефсанджана. Здесь водятся керманские бараны и козероги. Дрова немножко есть, крыша есть кое-какая. И все прекрасно, ничего больше не нужно. Вот эти надписи, видите? Дело в том, что тут раньше была шахта, и здешние рабочие в разное время оставляли на стенах телефонные номера и прочие послания. От одиночества тут можно сойти с ума. Небольшие горы и большая пустыня. Но я говорю, правда, никого нет. Сменим точку обзора, может быть, увидим что-то новое. Заметили на 1,5 километрах 3 козерогов. Из них один как минимум обладает, как нам кажется, достаточными трофейными качествами. Но они на месте не стоят, они сейчас передвигаются то влево, то вправо. И мы решили посмотреть, куда они пойдут. И в зависимости от этого разрабатывать план подхода. Отсюда путь слишком долгий. Один из них точно неплохой. Говорит, надо подняться туда, на ту гору, и понять, откуда к ним подходить, справа или слева. Поднимемся туда и спустимся с другой стороны. Посмотрим, какой там ветер. Не хотят, чтобы мы к ним подходили. В солнечную погоду подойти к козерогам на короткую дистанцию практически невозможно. Эти звери обладают уникальными органами чувств. Охотники решают обойти животных вдоль горного хребта. Один только что был вот на самом, вот раз пик, левый пик, а второй чуть пониже. Вправо на 100 метров. И к ней никак не подойдешь отсюда. Надо подойти ближе, а то упустим, точно говорю. Пустынные козероги имеют массивное тело с длинными рогами. У самцов рога могут достигать длины более метра. Шерсть обычно короткая, песчаного цвета, что помогает козерогам хорошо маскироваться в пустынной местности. Взрослые самцы часто держатся отдельно от самок и молодняка, но нередко объединяются и в смешанные группы. Они могут передвигаться в поисках пищи и воды на значительные расстояния. Это был он. Это большой. Да. Старый самец решил перекусить, забыв о своих трофейных качествах.
tree that block the Там есть, короче, ветка, которая мешает выстрелу, блокирует. Я разберусь. Несмотря на большую дистанцию, Козерог в любой момент мог почуять неладное. Спасал только его здоровый аппетит. Он повернется и будет стрелять. Я стреляю. Есть. Он ползает на задних ногах. Я его не вижу. Он за дерево заполз. you broke the leg. Говорит, перебиты или задние ноги, или позвоночник. Через 10 секунд после выстрела я его больше не видел. В общем, плюс-минус мы молодцы. Раненый зверь так и не появился. В 8 утра, наверное, его увидели. Вот сейчас 2 часа, все, подходили. Очень-очень старый козерог. И самое главное, тело не очень большое. Стрелял 517 метров с другого каньона, как раз, с другого ракурса. С одного выстрела добыл. This is one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Стреляю 195-м Бергером. Ни разу не подводило. 1-2 выстрела. Ну, сейчас доказательства. Да? Животное относительно небольшое, но крепкое. Целая команда искали, кто-то оставался, кто-то двигался вверх. И вот 517 метров добыли замечательного пустынного персидского козерога. That's the best ibex fish shot. Yeah, this area. Что говорят? Что на его памяти это лучший козерог, добытый в этой местности. Ну все будут знать в клубе горных охотников. Сейчас пойдем за керманским муфлоном. Осталось 2 часа до заката. Ну, еще, наверное, минут 40 после заката. Обнаружили 6 муфлонов. Сейчас заехали наверх, смотрим, где они остановятся, и пойдем будем их скрадывать. Ну, думаю, шансы какие-то есть. Но если сейчас не найдем, то завтра заедем на какую-то верхушку, откуда хороший обзор, и все увидим. Кажется очень далеко, а по сути, километр. Безусловно, когда тренируешься, стреляешь и дальше. И думаешь, блин, ничего себе, стреляешь, попадаешь еще. Мы на охоте, мы так далеко стрелять не будем. Спустя несколько часов поисков, когда солнце почти закатилось за горы, проводники увидели группу крупных самцов керманского муфлона. Животные тоже заметили незваных гостей и настороженно наблюдали. Нужно было действовать. Смотрит на нас, вот идет, да? На такой дистанции животные чувствовали себя безопасно. Но вожак решил увести группу с открытой местности. Я вижу, он встанет, и я буду стрелять. Непонятно. Пуля прошла в 10 сантиметрах левее цели. Там слева направо, а здесь справа налево. Я брал чуть-чуть выносом, и, видимо, отсюда через каньон ее выдуло. Что там, метров 700? Да, 700. Ясно. Что ж, бывает и так.
Раннее утро, раннее пробуждение, второй день охоты. Осталось в этой локации добыть керманского муфлона. Сегодня поедем подальше. Времени на разговоры не оставалось. Вчерашний промах наделал много шороха, поэтому заготовленные планы пришлось менять на рискованную авантюру. Самая верхняя точка, где можно обозреть все и увидеть ту группу, которая нам нужна. У егерей на это место какие-то особые надежды. Керманский муфлон назван так по имени региона, где он обитает. Это скорее помесь между ларистанским муфлоном и уриалом Бленфорда. У него рога более в сторону закрученные. Керманские муфлоны обладают массивным телом с густым покровом шерсти. У самцов есть изогнутые рога, которые с возрастом начинают закручиваться по спирали. Для горного охотника это всегда желанный трофей, добыть который бывает крайне непросто. Внезапно проводник скомандовал пригнуться. Несколько трофейных особей паслись сразу за склоном. Он сейчас ест. Now it's feeding. It's feeding. Он сейчас идет вниз. Да, идет вниз. Сейчас вижу. Готов. He's ready. Вот поворачивается. Вторник left. Повернул налево. Все, я стреляю. He's ready. Выходит на свет. Going to the light. Теперь на солнце. Камень боюсь. Я боюсь камень, вот он. He afraid the rock. Животные быстро перемещались влево и уходили с поля видимости. Нужно было менять позицию и готовиться к выстрелу. Я готов. Wait for me to confirm, okay? Он хочет подтвердить еще раз. Ветер дул в направлении зверя, поэтому шансы обнаружить себя с каждой секундой росли. No, it's not him. Нет, это не наш. Вон выходит справа. Вон он. Ждем подтверждения. Пусть целится. Цельтесь в него, сейчас мы подтвердим. Yeah, it's him. Это наш. Смотрит на нас. Я стреляю. Окей, he shoot. Yeah, it's wounded. Ранен. Бегали туда-сюда, здесь самая выгодная позиция, и уже все успокоились, и уже наблюдали за самой большой. Он самый хитрый, выпустил всех молодых, а потом вышел сам. Расчеты были четкими, патрон не подвел, сборка не подвела, все четко в цель. Пуля прошла на вылет, но сильный зверь смог пробежать еще 100 метров. Керманский муфлон добыт. Поздравляю. Спасибо, Лев. Первый иранский баран. Красавчик. Вот закончился сегодняшний день замечательным трофеем керманского муфлона. Старичок, около 10 лет. Даже такие вот бородавки после битвы, обломанные рога. 575 метров, один выстрел. This is the same animal that we looked after last night. Он говорит, что это тот же зверь, по которому мы искали вчера, пытались попасть. Мы все-таки его нашли.
Камни, конечно, мне впивались во все места. Очень волнительный процесс, потому что в горах только один выстрел, и остальное все. Идешь дальше ногами. Hello in Russia. Привет. 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 Он говорит, у них до этого рекорд 540 здесь был по дистанции. Нас запомнят? Iman say this ram we shoot is the same from yesterday. Yes, yes. When we saw two rams in the shadow, I tell him in the phone, yesterday ram. Место понравилось, база понравилась. А все почему? Потому что два животных были добыты в этом месте. Отношения, конечно, гайзов редко встретишь. Помогали во всем, кормили. Даже был кальян. Сейчас выезжаем в цивилизацию. Мы блестяще закончили охоту в провинции Керман в районе города Рафсанджан. И теперь надеемся, что не менее благополучно пройдет завершение нашей охоты в районе города Yazd на исфаханского муфлона. Обязательные в Иране формальные процедуры стали чуть проще с течением лет, но все еще требуют личного присутствия для подписывания документов перед лицом главного офицера. Константин Самсонов. А, вот так пишется? Да, справа налево. Мистер Константин Самсонов. Можем двигаться дальше. Все подписи поставили, руки пожали. Мы закон не нарушаем. Дорога до нового лагеря заняла 6 часов. Солнце стремительно приближалось к вершинам. Чтобы успеть выйти в горы до темноты, проводник жал на газ. Много лет назад дом принадлежал отцу одного из инспекторов. Сегодня он с нами. Сейчас здание используется как пункт службы охотничьего надзора. Здесь всего 8 сотрудников. Часть находится тут, часть на патруле. Сколько эта область занимает в гектарах? 70 тысяч. А сколько здесь водится муфлонов? По последним данным, около 1000. Наблюдатель сообщил, что большая группа муфлонов находится в километре от охотников. Надо было подняться выше и оценить ситуацию. Ветер усиливался и дул в сторону животных. Это уже 7 секунд. Не меньше. За холмик зашли. Муфлоны забеспокоились и начали быстро смещаться вправо. Надо было держать дистанцию и подходить ближе. Исфаханский муфлон получил свое название от города Исфахан, средневековой столицы Персии. Интересно, что рога у них встречаются двух типов. У животных, обитающих северо-восточнее Исфахана, рога изгибаются позади шеи. А у муфлонов, обитающих к юго-востоку, концы рогов с возрастом закручиваются в стороны. А, вон идут, да. 730 метров. Почему вот на этот пригорок не зайти? Сейчас мы не можем, потому что они нас видят. Они спиной стоят, вот быстро нырнуть. При таком свете фигуры охотников отбрасывали длинные тени, и их легко было заметить. Чтобы уменьшить видимый силуэт, команда построилась в одну шеренгу. Горы стремительно погружались в темноту, и шансы на меткий выстрел уходили туда же. From the top, the fifth one. Пятый сверху. Вот смотрит наверх. Looking, Вот сейчас вправо смотрит. looking right. На серые камни, правильно? Да, вправо смотрит. Looking right. Wait. Сейчас. Проводник долго не мог определиться.
Сейчас идет справа. Start moving. Он сейчас подойдет к другому серому пятну. Вот он сейчас стоит, Сейчас стоит. а вот сейчас пошел. Да, Вот сейчас вниз спустился. да. It's in the Вот reach, сейчас выходит. In the reach, yes. Going going down and down. Going right. going right. Yes, coming Идет up направо. next to the female. Около самки. Past the river. Прошел ручей песочный. На мгновение охотник потерял цель. Он стоит, смотрит вправо. Все, я готов. He's ready. По-моему, справа от него было. Пуля раздробила камень в нескольких сантиметрах правее груди муфлона. Что, повторяем? А иначе было бы слишком быстро и просто. Нам так неинтересно. Сценарий первого дня повторялся. Там, кстати, было не хуже, но здесь здорово. Тоже здорово. This property belongs to the owner of the country. Владелец этого места занимается им уже больше 10 лет или около того. Ему очень нравятся животные. Здесь он держит несколько видов оленей и овец. Different type of the rams, sheep. Это что-то вроде небольшого зоопарка, куда могут приходить дети, чтобы посмотреть на животных. Также здесь находится и ресторан. Place where they visit, Это хорошее место для отдыха на выходных. from the town that people come at the weekend to visit. Дорога до лагеря занимала несколько часов. Но уже с первыми лучами солнца команда была на месте. На поиски трофея оставался один день. Вот, кажется, винтовка легкая, пуховик легкий, зубочистки легкие, а веса набирается этих зубочисток просто немерено. Какие-то особи перевалили сюда, а другие спустились к ним отсюда. Мы знаем, где они находятся, вот в этой долине, в распадке в этом большом. И ветер сейчас хороший, с учетом деривации. Может быть, небольшой вынос совсем. Maybe we can see something else from the top. That side much better than us from the top. С той стороны есть наблюдатель, который видит тот склон лучше, чем мы сверху. Нашли вчерашнюю группу. Они вон там, за той горой. Нам надо спуститься к машинам и постараться объехать и подойти. Это была та же группа самцов, по которым охотник стрелял вчера. Проводник был полностью в этом уверен. And we go from here. За тем холмом бараны. Ну что, мы идем туда? Надо бежать. Наконец, животные были найдены. Муфлоны грелись в лучах восходящего солнца. Дистанция составляла больше километра. Проводник предложил выждать время. Говорит, я не хочу двигаться, пока они не начали двигаться. Нашли баранов, но они почему-то в это время лежат и дремлют. В утренние часы должны активно кормиться и перемещаться. Ждем, пока они не пошевелятся, чтобы не ошибиться с направлением. Муфлоны никуда не спешили. Куда-то идем туда. Там бараны, а мы туда идем. Большой круг. Наверное, километра 2-3. Хотя до баранов всего метров 700 было. Парень, который наблюдает сверху, сказал, что муфлоны заметили нас и ушли.
Я предупреждал, что лучше было бы выждать, но вы не согласились. А теперь надо будет подняться на самый верх. Want to go to the other side and go. Чтобы стрелять оттуда уже? Да, верно. Понятно, почему проводник так расстроился. Предстоял долгий и опасный подъем. Пришлось продвигаться по отвесной скале. Один неверный шаг, и ты уже катишься вниз. Проводник скомандовал замереть. Охотникам удалось подобраться на критическую дистанцию. До животных оставалось всего 100 метров. Муфлоны ринулись в бегство. Скрытый подход превратился в погоню. Последний. Последний? Последний. Шут? Я их особо не вижу, но шут, конечно. Он остановился в 10 метрах от места, где попал. Зверь продолжал уходить и скоро мог исчезнуть из вида. Он вправо бежит? Going right? Да, направо бежит. Выходит на скалы. Я не вижу. Встал на скальнике. Боком стоит к нам, идет направо потихонечку. Он отделился от группы. В середине горы. Идет на сыпуху. Висит на лбу. Он уже зашел. Зашел за скалу? Да. Ситуация накалялась. Он так вот пару минут стоял, замер, да, а потом пошел наверх. Потом ему стало плохо, группа ушла влево, а он стал смещаться вправо. Мы постояли, посмотрели, здесь он нигде не вылез. За полчаса добежали в горку немаленькую, и здесь его уже обнаружили стоячего. Несмотря на ранение, Муфлону хватило сил перевалить за горный хребет. Он затаился под камнем и в любой момент мог нырнуть в расщелину. Охотник занял позицию. Долгий подъем в гору сбил дыхание. Исфаханский муфлон добыт. Все-таки я в него попал тогда. Опять скажешь 8. Здесь не знаю, 5 или 6, Мне кажется, 9-10 лет. 7, 8-9 точно, плюс какие-то обломанные кончики. Трижды мы пытались подстрелить этого муфлона, но безрезультатно. Зато сегодня с нами меткий стрелок. Good shooter. Хорош. Думал о том, что неверно расчеты сделал, но верно стрелял в шею. Куда целился, куда я попал, вышло, можно сказать, из груди. И пробило легкое. На этом прекрасная иранская история заканчивается. Но начинается другая, полная захватывающих приключений и невероятных трофеев со всех уголков нашей планеты.